Представители знака зодиака Телец, Тельцы, мои дорогие, здравствуйте. Второй расклад. Судьбоносный декабрь и неожиданные перемены. И в целом это мы можем свести к одной фразе «Никогда не говори никогда». Правда, планета Нептун. А что такое Нептун? Это когда у нас прежде не хватило на что-то решимости. А вот теперь хватит как раз. И особенно для вашего знака зодиака. Вы увидите какую-то реальность по-другому. Или, скорее всего, на что-то вы решитесь. Здесь может быть некоторое переформатирование самого себя. Или настолько какая-то реорганизация, вы сами можете ее заложить в своей жизни, как будто вы понимаете, что пришло время. Вот теперь пора. Если буду действовать как прежде, я ничего не дождусь или ничего не добьюсь. Давайте узнаем подсказки карт. Скорее всего, нам придется в декабре пересмотреть предыдущие, может быть, планы или изменить где-то направление в плане наших предыдущих каких-то намерений и целей, потому что реальность меняется. Или вы раньше этого не видели. А вот именно в декабре приходит к нам осознание, может быть, и прозрение, мои дорогие, но это все во благо. И для вас, посмотрите, как разрушение. Вот вообще, мои дорогие тельцы, почему вам такие карты падают? Тут не просто все то, что я говорила, как переформатирование, реорганизация. У вас по центру выпадает аркан башня. Конечно, значение может быть разное. По бокам посмотрите: семья, любовь, благополучие, конкретно любовь и выбор. И у кого-то это может быть, как кто-то решится именно прекратить какие-то отношения, но не в плане прекратить, мои дорогие, а, к примеру, вот какая-то многовариабельность. Может быть, прежде была какая-то история любви, и вы строили планы, вы были уже уверены и в ситуации, и в человеке, и вы думали, все, развивается, в принципе, для меня все понятно и где-то программировано. В декабре вы окончательно понимаете, да нет. Это все мои были иллюзии. И теперь, может быть, вот те планы, которые вы строили, по разным причинам, кстати, либо поведение человека, либо это обстоятельства так на вас влияют. И, увы, каким-то планом о создании семьи не суждено сбыться. И вы вот как раз, но это будет не совсем разрушение, ведь это всегда карта трансформации. И вот для вас это будет какая-то трансформация отношений, предположим, в дружбу. Или взаимное какое-то участие, может быть, в деле, у кого-то взаимный бизнес, у кого-то еще те вопросы или ряд вопросов, которые остались на повестке дня, но это уже с другим взглядом, с другим отношением. Для кого-то из вас может быть и другая ситуация, когда как раз какие-то внешние события, перемены, обстоятельства вас будут заставлять, ну, где-то тоже взять своеобразный компромисс или выбор, сделать, провести внутри себя вот такую трансформацию, чтобы продолжить какие-то отношения. Хотя прежде вы уже как раз, может быть, и собирались что-то разрушить. Вот полярно или еще каким-то образом может проиграться, что как прежде, а уже не будет. И почему я говорю трансформировать? Не отказаться, нет, а перевести в какой-то новый статус. Или перевести на какой-то новый уровень. Или новый уровень общения. Или взаимодействия. Потому что по аркану башни, я всегда говорю, успеть запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда. Разрушить это самое простое. Но может быть избавление от иллюзий, как раз Нептун. С 7 на 8 происходит вот эта дата перехода из обратного в прямое движение, но эти энергии транзита будут на нас оказывать влияние до конца декабря. И значит, вы чем-то, может быть, где-то ближе как раз к дате 7, 8, 9, 10 вы будете делать такой выбор. И дальше уже последуют ваши какие-то, может быть, очень аккуратные действия до конца декабря, когда вы, скорее всего, будете держать ухо востро. Правда, тут идет какая-то трансформация. Или пришла какая-то правда, тайна какая-то вам, мои дорогие, может открыться, и вы из чувства как раз самосохранения
себе скажете, нет, я не упущу какой-то вариант. Да, хорошо, пусть это будет в каком-то новом контексте. Пусть это будет новый контекст взаимоотношений, какой-то истории вашей личной. Или история вашей работы, например, да, с работодателем. И мы можем, кстати, еще в этот период перезаключать договоры. Можем и контракты брачные тоже перезаключать, что-то оформлять, но уже с большей пользой для себя. Или когда мы долгое время на что-то не решались, а здесь, скорее всего, вот реальность, мы ее прочувствуем как-то по-особенному. Новые возможности, главное, рассмотреть. Итак, первые 3 карты. События ближайшего будущего. Как видят карты Таро. Ближайшее будущее, ну, где-то, пусть это будет первые 2 недели. И события отдаленного будущего. Это как вторая половина месяца. Условно, конечно, но можем поделить и так, чего это будет касаться. В чем риск? Давайте спросим. Этого периода. От чего вы откажетесь? Что вам помогает или что вам нужно знать? Что учесть может быть важно? И совет от карт. Давайте будем смотреть события ближайшего будущего. Вы знаете, для кого-то из вас необходима поездка. Может быть, это подальше, может быть, у кого-то и поближе. Есть какие-то контакты или дела, вопросы, темы, которые вы должны прояснить. Или вы можете прояснить только когда вы куда-то перемещаетесь. Может быть, это переезд, буквально вы никуда далеко не уезжаете, а вы меняете место жительства, может быть, где-то даже временно, и у такое может быть. Но значит, это сделать необходимо для того, чтобы, может быть, где-то побыть наедине с самим собой, совершить какую-то перезагрузку. Или карта еще подсказывает, что когда ты вот как перемещаешься, вы можете встретить или увидеть, или услышать какие-то новости, информация, может быть, встреча с человеком каким-то. Может быть, даже случайно, я имею в виду встреча. Так ведь бывает, мы в дороге попутчиков каких-то встречаем иной раз, и бывают такие задушевные беседы, причем откровенные. Мы знаем, что мы этого человека видим первый и последний раз в жизни, но в какой-то беседе как рождается истина, и для нас это открывает глаза на многие вещи. Мы контактируем более непредвзято с теми людьми, как ни странно, которые в нашу судьбу входят как эпизод. Вот есть какой-то эпизод, который сулит для вас прекрасное продолжение. Все же карта колесница – это о последующем успехе. И если ты сейчас не используешь этот прекрасный момент, ты себя действительно можешь отбросить на долгий период времени, словно назад. Нет предыдущих карт. Именно начинается ваш расклад декабря, как ближайшее будущее, первые числа, первые 2 недели с картой колесница. Какое-то перемещение, передвижение, перемены, мои дорогие. И карта ведь нам говорит, не оглядывайся назад. Тебе отсюда только вперед. Давайте события ближайшего будущего. Вперед, но с энергиями самосохранения. Безусловно, аркан Верховная Жрица говорит о том, что это независимая позиция, но она не через доказательства, не через укрепление каких-то наших, фундаментальное такое укрепление нашего статуса. Нет, через молчание, через скрытность, через тайну. Да, вы можете второй старший аркан, какую-то и тайну узнать. Для некоторых из вас эта карта будет об этом и говорить. То, на что вы, может быть, прежде закрывали глаза, но, может быть, даже где-то втайне предчувствовали, ведь это еще и аркан интуиции. Может быть, вы как раз, мои дорогие тельцы, словно знали, что вот нет, есть какая-то тема, которой не нужно доверять, или, может быть, где-то настраиваться на это, или думать, что именно это дело обязательно получится. Где-то вы в глубине души могли предполагать, что что-то пойдет в кривь и в кость, но это было необъяснимое предчувствие. И вот вполне вероятно, вы в этот период декабря именно решитесь на что-то, потому что узнаете, что а мои предчувствия были верны. Мне интуиция давала правильные подсказки, почему я не увидел или не увидела. И вот как раз на самосохранение. Весь аркан, Верховная Жрица мы сегодня называем, а первая карта называлась Ля Папесса.
кто смотрит мои расклады давно. И это исторический факт, который произошел много сотен лет тому назад, который, понятно, скрывается, но тем не менее во главе католической церкви когда-то стоял не папа, а была женщина, именно папесса. Я не углубляюсь, но она скрывала свое женское обличие под мужским платьем. Ей верили, она могла дослужиться даже, будем говорить, до таких высот. Ну, тем не менее, к тому, что молчание нас бережет. Вот я о чем. Тайна какая-то и ваша тайна. Или то, что вы задумали, наметили. Никому не говорите. Помните, удача, счастье любят тишину. С другой стороны, стоит только вам, тельцы, проболтаться, и, может быть, это вы думаете, никто не узнает. А узнают сразу все, и только вы будете думать, что об этом никто не знает. Вот у кого-то из вас буквально и так ведь тоже может проиграться. Здесь вот на самосохранение или какие-то такие очень тонкие вибрации, которые вам помогают выйти из какого-то патового положения. Или из какой-то зависимой, мои дорогие, тоже ситуации. Но это больше, знаете, такие невидимые энергии. Это когда вы свою жизнь берете в собственные руки и ответственность не на кого-то, а на самого себя или саму себя. И, может быть, обстоятельства жизни так складываются еще. Следом за арканом колесницы идет вот эта карта а-ля Папесса или Верховная Жрица, когда нам буквально говорят, что ты можешь, телец, оказаться даже в декабре в такой ситуации, которую ты даже близко не предполагал. И тогда себя сохранять придется. Давайте посмотрим, что же еще. Тут какое-то важное решение, я так вижу, по части либо работы, вы как на выборе, либо по части личной жизни. Может быть, это как сотрудничество по бизнесу. Все же туз кубков у нас говорит об эмоциях, об эмпатии, о чувственной полности. Но у нас лилии, кувшинки, которые расположены. Именно в этом кубке они говорят об искренности, о какой-то правде. А с учетом аркана старшего Верховная Жрица, для вас важна будет истинная правда, мои дорогие. Не замылить себе глаза приятными эмоциями, а правильно оценить обстановку, потому что время перемен само по себе менять пытается вашу жизнь. И я бы сказала, если мы говорим, все же я вижу эту карту центральной, буквально, есть какой-то план, который вы все время откладывали на потом. Так вот, имейте в виду, в декабре наступает как время X. Если вы словно на горло наступите собственной песни своим планом, своему творчеству или то, что вы о чем всегда мечтали, вы словно можете проживать не свою жизнь. Вы потом пожалеете, что вы упустили этот момент, но это может вас действительно отбросить на иное количество времени назад. Не упустите какой-то важный момент для себя с чем-то определиться. Может быть, это у кого-то именно ваше творчество нужно развивать, а для кого-то необходимость поездки или переезда куда-то далеко, или определиться по отношениям в личной жизни. Но основа – это быть честным самим собой. У вас очень сильная позиция. Отдаленное будущее, правда? Тут вам говорят о том, что вы должны внимание уделить своим талантам. Вы, может быть, мои дорогие тельцы, и для вас 2025 год может быть более чем таким позитивным в плане заработков. Каких-то, ну вот, знаете, то, что вы всегда хотели осуществить, а думали, что у вас не получится. И если вы уже сделали в направлении своего желания, мечты, какие-то первые шаги, вы здесь как раз можете получить этот эффект. Или если вы занимаетесь чем-то, или пусть это даже ваша работа, как-то вы развить можете до иного уровня свое творчество или вашу экспертность именно по вашей профессии. Это сама по себе карта шанса. И вот для кого-то это переезд или поездка, как я говорила в самом начале, и будет чем-то очень важным, который раскроет новые перспективы. Может быть, мои дорогие, вы в этой поездке узнаете какую-то тайну, но тогда она вам даст возможность не топтаться на месте, а оценить реальность
как-то по-другому. И тогда вы тоже останетесь в выигрыше, быстро произойдет какая-то перезагрузка, и вы даже не будете вспоминать о том, что, может быть, если случись это прежде, вас бы это, возможно, повергло в какие-то, ну, сомнения или в какой-то глубокий самоанализ, вы бы расстраивались, а нет, здесь вы бы очень быстро будете что-то оставлять, словно у себя за плечами. Давайте отдаленное будущее, правда, у кого-то. Опять нам про поездку. Шестерка мечей будет говорить у кого-то из вас. Меняется работа, меняется вид деятельности, направление в деятельности. Какие-то есть, может быть, необходимость поездки или переезда, но вам придется это сделать как-то очень аккуратно. Может быть, никому ничего не говоря. Кто-то поедет в тайне, вверху аркан Верховная Жрица. И такое я могу допустить. И, мои дорогие, поступайте именно так. Потому что, может быть, то, что вы скрываете, повторюсь, именно вы делаете в тайне. Для вас как раз и будет реализация какого-то проекта, дела. Посмотрите, какие карты у вас выпадают. Самое главное, себя не поставить на второе место. А для кого-то это освоение новой специальности, работа на дому, работа посредством интернет. И в последующем это карта заслуженного успеха. И в последующем рост вашей популярности, смотря чем вы занимаетесь. Но в шестерке мечей самое главное – отплыть от прежнего берега. Рыцарь кубков. Вы знаете, сам по себе период, тем не менее, декабря для вас позитивный. Подарки, комплименты. И как будто, знаете, вот посмотрите, одна карта – комплименты, подарки, хорошее настроение, в целом воодушевление. Но одна карта, ну да, туз кубков. Но именно в этой колоде вот эти кувшинки, лилии, то есть есть какая-то честность, есть, опять же, какая-то правда, нам об этом напоминает карта. Так вот, добрые энергии вокруг вас, я могу сказать, вроде бы как. И больше располагают расслабиться. Но для вас, мои дорогие, нет. Это период ни разу не расслабления, а как раз какая-то очень важная перезагрузка. В чем риск? А вот как раз, когда вы ничего делать не будете. Вот только что я вам об этом сказала, и выпадает четверка пентаклей. Это мы когда сидим, ждем, ничего не делаем, думаем, что ну как-то тут что-то изменится или прошлое вернется. Ну почему нет? Мы все иногда о чем-нибудь так ностальгируем. Так вот, это карта жадины, когда мы, ну вот риск, нам не хочется что-то менять. А если хочется менять, то в сторону прошлого. Но этого не произойдет. Конкретно в этом риск. От чего вы откажетесь? А откажетесь ли, мои дорогие? Опять же, 15-й старший аркан, дьявол. Это карта зависимости. И вот насколько вас это прошлое тянет или удерживает в тисках, и насколько у вас хватит усилий от чего-то отказаться, будет зависеть ваше последующее качество жизни. Выбор делаете вы сами. Хотя я могу предположить, у кого-то хватит усилий. Может быть, от какой-то страсти отказаться. Или от какой-то другой зависимости. Ну, разные неполезные привычки, скажем, в целом. Также проходят. Вы тут можете улучшить свое здоровье, кстати. Потому что по 15-му аркану проходит физическое самочувствие. Значит, все то, что мешает, вы можете пересмотреть даже, как здоровый образ жизни. Вот в этом направлении вы можете больше как себе программу создать, ну или, может быть, в разные клубы обращаться. Кто-то, может быть, танцами пойдет заниматься, кто-то йогой, кто-то просто дома будет медитировать, начнет с этого, потому что это тоже важно. Не все мы можем танцевать, прыгать, бегать. Кто-то по состоянию здоровья вынужден, ну, такой вести более чем размеренный, аккуратный образ жизни. И тогда медитация вам помогает буквально, мои дорогие, восстанавливаться психологически. Это очень важно психологически. Поэтому достаточно включить медитирующую музыку и действительно прочитать, что такое медитация. Это не просто я лег и лежу, а это, ну вот прочитайте, кому это актуально и интересно. То есть все равно какая-то вот перезагрузка, она у вас может быть. Но, по крайней мере, энергии таковы, что мы ведь можем и согласиться, в чем риск, и ничего не менять. И так и быть в зависимом положении. Или мы навсегда уходим в прошлое. Что вам помогает, что вам нужно знать? Знаете, жажда жизни, желание нового, желание видеть мир для кого-то,
желание изучить много языков и свободно общаться, желание путешествовать, желание завершить какую-то грустную историю и больше, боже мой, не вспоминать. Вот даже такое может быть. Сам по себе какой-то процесс новизны. У кого-то может проиграться, мои дорогие, изменения в жизни детей. Да, может быть, даже взрослых детей. У них что-то меняется, и это каким-то образом будет все равно вторично влиять на вас. Но что еще важно знать, мои дорогие? Обратите внимание, всегда на аркане шут или нулевой аркан изображение собаки. Собака – это прообраз Анубиса или нашего прошлого, или наших прежних воплощений. Назовите это какой-то прежний опыт, который вам помогает не найти какие-то грабли. Это те ошибки, которые мы уже совершили, которые не новые. Это то, почему мы уже сожалели. И вам буквально помогает, как будто карта говорит, в каком-то подобном опыте или в подобной ситуации ты уже был. И, может быть, в какой-то период жизни ты уже делал подобный выбор. И вот тебе сейчас, по прошествии, может быть, даже нескольких лет, для кого-то сложных лет, тебе как раз пространство Вселенной и дает этот новый шанс. Но он подразумевается, что ты не должен действовать опрометчиво, ты не должен думать, что вот эта возможность, просто даже благоприятного времени, планетарно даже, если мы берем, она будет до бесконечности. Тут надо на что-то решиться, но совершенно в каком-то новом контексте. Давайте мы узнаем карту совета. А вот смотрите, чем бы вы тут ни занимались, или в каком бы вы направлении, пусть даже это в отношениях, или пусть это работа, пусть это ваши заработки, какие-то вопросы с банками, или откуда к вам приходят деньги, или, ну, вот любой вопрос в нашей реальной жизни у вас должен быть подкреплен буквально либо юридическим документом, либо он должен быть как-то выстроен правильно по закону, с учетом системы иерархии, с учетом в целом какой-то системы порядка, может быть и так. Для кого-то из вас буквально как карта совет тебя закон будет беречь, если у тебя не будет каких-то, ну, таких противозаконных действий, или когда ты не будешь собой рисковать. Рисковать в том плане, когда опрометчиво, когда ты, с одной стороны, можешь получить поддержку высших сил, если ты прежде кому-то сделал что-то хорошо. Или вы оказались в какой-то патовой сложной ситуации, когда вы остались ни с чем. Скорее всего, как пусть руками других людей, вам может, как словно из ниоткуда прийти помощь. И тогда радуйтесь даже чему-то небольшому, мои дорогие, потому что вам тогда Вселенная как будто возвращает ваши прежние добрые дела. Конечно, если мы в прежний период сделали что-то неправильно, тогда мы можем быть как заложники закона, и нам придется в каком-то вопросе разбираться один на один с той реальностью, которая создалась. Давайте я немножко уточню. Еще дополнительные карты совет. Чего это может касаться? Королева Пентаклей. Вам придется отстроить свое новое благополучие. Может быть, у кого-то даже с нуля. Или в новых условиях. Или это будет касаться новой работы. Или это есть даже какое-то продолжение, но лишь в том реальном контексте, что действительно можно продолжать. А вообще как раз королева Пентаклей, она умеет свою мечту воплотить в реальность. И поэтому совет. Вот именно мечту, мои дорогие. То, чего ваша душа просит. Не какая-то зависимая ситуация, которая мешает. А может быть, поверить в себя. Не поставить себя на второе место, а кого-то на первое. Не согласиться с кем-то, если внутреннее чувство вам говорит, да нет, ты не будешь с этим человеком счастлив или счастлива. Или тут у тебя может быть какой-то подвох, ты не можешь на это понадеяться. Нам ведь рядом аркан юстиция выпадает. И если даже мы говорим о личной жизни, значит, личная жизнь, она должна быть четко в каких-то юридических границах оформлена. Или пусть какой-то вопрос даже. Или по работе тут тоже, значит, какие-то договоренности, они должны быть максимально уточнены на бумаге и в документах. Это вас буквально защищает и где-то помогает вам идти дальше, мои дорогие. Но и вам самим тоже где-то нужно отталкиваться от буквы закона
или от того, что предусмотрено правилами в обществе. Но, кстати, это может тоже меняться. У вас такие старшие арканы, которые говорят о том, что, ну, действительно какая-то перезагрузка. И все же прошлое держит нас. Но что-то мы должны сделать очень красиво и совсем не в тех энергиях. Но это должно как новый старт в будущее, который знаете только вы. Вот тогда это будет для вас сильная позиция. Но это должно согласовываться как-то и с законом. Перекладывайте на себя, мои дорогие тельцы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.